Количество доказательств прямого участия российской армии в конфликте на Донбассе постоянно увеличивается, а вместе с этим развеивается миф о гражданской войне в Украине. Украинский кризис близок к перерастанию в гражданскую войну. С полномасштабным гражданским конфликтом. Была гражданская война на Украине. Развалить страну, устроить гражданскую войну можно очень легко. Тем не менее, президент Российской Федерации продолжает цинично лгать о якобы благородном добровольческом вкладе граждан своей страны, которые из чистых помыслов поехали на восток Украины защищать местное население от злобных бандеровцев. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. Однако факты, которые указывают на военное вмешательство во внутренние дела Украины государства РФ, а не каких-то неправительственных организаций, сами пророссийские боевики уже не скрывают. В канун Нового года террористы на одном из своих новостейных каналов в YouTube выложили видео с красноречивым заголовком «ЛНР начали масштабное учение недалеко от линии фронта. Учения будут проходить каждый день». В начале 5-минутного ролика 4 танка Т-64, о поставках которых из России мы рассказывали в одном из наших недавних материалов. В кадре оказались также несколько боевых машин пехоты и военные грузовики. На них не видно маркировки, поэтому указать на место, откуда они поставлялись, невозможно. Однако на 36-й секунде этого видео появляется целая шеренга российских бронированных пограничных машин «Выстрел», которые производятся лишь в РФ и не состоят на вооружении в других странах. Клиренс этого автомобиля больше 40 сантиметров. Размер колес в половину человеческого роста. Весит эта махина как 10 обычных легковушек, больше 10 тонн. Корпус КАМАЗа невозможно пробить даже из гранатомета. В 2005 году несколько таких БПМ-97 приобрели Казахстан и Азербайджан. Но у машин были найдены серьезные дефекты, поэтому от большой партии покупатели отказались. В итоге, после устранения причин поломок, Министерство обороны Российской Федерации приняло на вооружение «Выстрелы», существенно модернизировав для выполнения не только патрульных, пограничных, но и боевых задач. Бронированный кузов БПМ-97 производится на Курганмашзаводе в Курганской области, которая граничит с Казахстаном, а узлы, агрегаты, а также вооружение монтируются в Татарстане, в городе Набережные Челны на заводе «Ремдизель». Теперь эти машины свободно отрабатывают технику ведения боя на украинской земле. Таким образом, Россия продолжает накачивать оккупированные территории украинского Донбасса не только стрелковым, но и тяжелым вооружением. И уже не имеет значения, кто использует эту технику, кто убивает и калечит защитников Украины. Кадровые военные РФ, подготовленные на российских базах боевики или местные горячие головы, обманутые пропагандой. Все они незаконно вооруженные люди, управляемые из одного центра, который находится в Кремле. Вот на постсоветском пространстве, вообще в мире, а на постсоветском пространстве в особенности, нужно действовать крайне аккуратно. Нужно очень бережно относиться к основополагающим
фундаментальным основам существования государства. Если мы этого не делаем, то тогда наступает дестабилизация ситуации и в политике, и, как следствие, потом в экономике.